С самого детства нас учат быть осторожными и не травмироваться. Любая травма представляется как тяжелое испытание, оставляющее шрам, повреждение, психологическую травму, возможно, какое-то телесное увечье, ну и так далее. И самое опасное то, что травма навсегда оставляет след, который может влиять на жизнь человека в дальнейшем. Поэтому рекомендуют избегать травмы, травмирования всеми возможными путями. Это звучит правильно, это звучит верно, потому что это сохраняет человека на протяжении долгой жизни. С другой стороны, травмы являются единственно человеческим изобретением. Только у человека могут быть травмы, только у человека могут быть сложные отношения с любыми продуктами, в том числе и с продуктами, которые он получает в результате повреждений. И, как мы знаем из истории человечества, именно такие повреждения, такие травмы оставили в памяти человечества огромное количество вопросов и решений этих вопросов. Порой удачных, порой не очень. Однако занимавших человечество на протяжении всей жизни и развивающих его во всех смыслах. Сегодня я хочу поговорить о пользе травмы и о ее неизбежности в судьбе человека, в судьбе настоящего человека. Когда рождается ребеночек, самое важное, что случается с ним, это появление в речи людей. Его близкие, мама, папа, родственники начинают к нему обращаться. Он еще не понимает слов, он не понимает даже, что они обращены к нему, но очень быстро он узнает, что обращаются именно к нему, потому что он начинает узнавать звуки, какие-то выражения лица, сопровождающие близость. Очень быстро он начинает узнавать звуки, мимику лица, определенное отношение, заботу о его теле. Это могут быть поцелуи, поглаживания, уход за телом, кормление. И, конечно, огромное внимание, которое практически всегда сопровождается речью, речью родителей, направленных к ребенку. Речь многообразна, речь широка, и в ней ребенок познает, что он присутствует, он есть, он живой, у него есть имя, он отдельно существует от других людей, и одновременно он находится в очень плотной связи с людьми. Он узнает из речи близких, что такое люди, что такое вещи, что такое взаимосвязь людей и вещей, как они взаимопроникают друг в друга, как они связаны, как устроена природа, как устроен мир. Речь родителей создает пространство, в котором ребенок может обитать и с помощью слова и с помощью выражения различными путями. Это могут быть и телесные, и вербальные конструкции. Ребенок охватывает мир и познает различные взаимосвязи для того, чтобы спокойно и благополучно существовать дальше. То есть речь родителей дает ребенку возможность существовать в мире. В первую очередь как названный кто-то,
названный и тот, который вызывал у кого-то какие-то чувства, переживания, и который, отвечая, влиял на этих других людей. Это очень важно подчеркнуть, что с самого детства ребенок учится не только узнавать себя, но и влиять на других. Конечно же, если речь родителей достаточно разнообразна, достаточно красиво, может быть сложна, но при этом в речи родителей используется много прилагательных, много есть описательных конструкций, которые обязательно подчеркивают какие-то скрытые от глаза свойства предметов, людей, всего мира. То есть через слово ребенок овладевает миром. Он может представлять, фантазировать, и фантазирование помогает ему поверить в то, что именно через слово он сможет охватить весь мир. То есть слово и вообще все многообразие речи, которое выражается не только словами, но и абсолютно всем. И одеждой, походкой, выражением лица, обстоятельствами, временем. Ведь сказанное слово утром имеет одно порой значение, а то же самое слово, сказанное вечером перед сном, совершенно другое. У ребенка зарождается фантазия, что он сможет, назвав и поняв все, что его окружает, овладеть миром через речь. Ему помогает в этом фантазия, где он может дофантазировать очень многие сложные вещи. Ну, например, он фантазирует себя строителем. Он не переживает о том, что ему нужно отучиться 5 лет, получить какой-то опыт в качестве, может быть, подсобного рабочего, дальше уже профессионального мастера. Или он врач, и ему нужно много лет учиться. Это, наверное, наиболее сложная учеба из всех возможных. Потом еще пройти интернатуру, и только потом, доказав свои умения, он перепрыгивает это в фантазии и называет себя сразу нужным словом «я врач», и тогда мир вот такой. Ему кажется, что так он может обозначить абсолютно все. И это очень важно для ребенка. Именно так он становится достаточно могущественным, чтобы верить в себя, в людей, в отношения, ну и расти, двигаться дальше, потому что ему бывает и страшно, и одиноко, и непонятно, но это привлекает его. Он узнает все больше и больше слов из речи своего окружения. Именно поэтому окружение должно быть многообразным в плане речи. Конечно, когда родители общаются между собой и внутри семьи очень простыми фразами, еще хуже, когда это не построенные фразы, а какие-то вырванные из контекста слова. Сюда же относится естественное использование матерных выражений, где одно какое-то слово может заменять десятки различных состояний, функций, названий и так далее. То есть такая многосмысленность, но в то же время однообразная речь. Когда эта речь построена, когда она прекрасна, когда она изобилует прилагательными, когда она проникает в вещи, изучает их, показывает их суть, их возможные смыслы, как ими пользоваться, для чего они существуют,
Когда у ребенка родители спрашивают: «Как ты думаешь, что это может быть? Для чего оно применяется?» Ребенок часто дофантазирует это, но он таким образом осваивает функцию захватывания мира с помощью речи, например, с помощью языка. Все выглядит красиво, все выглядит прекрасно. Где же здесь травма? Вот на этом месте образуется заблуждение ребенка, где он фантазиен, придумывая безграничные возможности речи, осваивает речь, которую ему дают родители, осваивает место, название себя, определение себя. И опираясь на полученную информацию, на полученные знания, он судит о мире. Но дело в том, что эту речь он заимствовал, эту речь ему подарили. Хорошо, если эту речь родители построили настолько богатой, настолько и простой, и сложной одновременно, что ребенок получил глубочайшее и широчайшее знание и представление о мире. Но это практически невозможно, потому что ребенок должен познавать мир различными путями и собственным опытом, и через игру, и через травмы. Итак, ребенок, взяв у родителей речь, научившись этой речи, научившись каким-то определенным словам, оборотам, формам, одновременно расстается с собой, с этой чистой возможностью быть кем-то еще. То есть родители обязательно дают ребенку определение и название. И это, конечно же, лишает его на самом деле, то есть в реальности, не фантазии, которую ребенок выстраивает, где он безгранично может осваивать, осваивать, осваивать что-то и в итоге охватить весь мир. А в реальности, где, охватывая одно, он теряет другое, он теряет собственное уникальное лицо, которое, как он поймет дальше, уже позже, когда он станет подростком и взрослым человеком, он обязательно с этим столкнется. Он увидит, он почувствует, что невозможно в языке определить человека. Невозможно речью описать, кто такой человек, как он живет, с кем у него и какие отношения. Это можно сделать только приблизительно. И всю жизнь человек ищет возможность это определить. Он сталкивается с нехваткой нужной речи для точного выражения. Кто он, где он, как он живет, как устроен мир и так далее. Если ребенок решился с первых дней своей жизни осваивать этот взгляд на мир через речь других людей, он неизбежно травмируется, его речь становится пропущенной через очень тонкое место, в котором он должен говорить внутри своей семьи, своего окружения определенным способом, определенными словами. Ну, например, когда мы слышали слово благородство, честь, безумие, терпение и так далее. Сейчас эти слова очень сильно отодвинуты назад. Они встречаются крайне редко, если мы не перечитываем классическую литературу, например,
то в современном мире мало кто говорит о том, что нужно терпеть. Терпеть жизнь, терпеть трудности. Мало кто научает детей с детства относиться к жизни как к тому месту, в котором обязательно человеку пригодится терпение. И тот, кто освоил терпение, тот, кто может терпеть, умеет терпеть, может, конечно же, покорить большую часть мира. Но сейчас так не говорят, сейчас так не учат, сейчас так не определяют. И вот ребенок, лишившись с самого начала этих слов, пытается прожить жизнь, например, не зная или не понимая, что в жизни можно и нужно уметь терпеть. Родители не подарили ему такой возможности, такого знания, потому что они не готовы терпеть. Они считают это унижением, они считают это ненормальным чем-то, больным. И, конечно же, ребенок, сталкиваясь дальше в жизни с какими-то трудностями, где терпение могло бы его спасти, могло бы его удержать, могло бы его сохранить, он впадает в различные болезненные состояния, из которых потом с трудом выбирается. С таким шрамом от рождения в речи человек будет жить всю жизнь. Это будет его стимулировать, двигаться вперед, искать новые формы для себя, для своего выражения, для выражения своего внутреннего мира, для выражения бессмысленности и чего-то осмысленного. С помощью речи он будет искать ответы на вопросы, на которые он не сможет получить ответы, потому что вопрос будет поставлен неправильно. Он будет разочарован, разбит, и одновременно он будет чувствовать, что ему надо двигаться дальше. И если все складывается благополучно в жизни такого человека, то он до последних дней своей жизни занят поиском этой идеальной речевой формы, которая бы соответствовала ему. И я думаю, что такой труд всегда остается полезным для человека, хотя он рождается в травме, в этой первой обязательной травме каждого существа, претендующего стать человеком. Вы спросите, и абсолютно правильно, неужели за всю жизнь человечества не удалось найти решение этого? Как раз некая иллюзорная конструкция уже работает. Конечно, это образовалось совсем недавно, но мы уже видим, что это даже как будто работает. Это выражается в отношении к речи. Например, свобода слова. Якобы современный человек имеет право на выражение любого мнения, любого представления о жизни, и он имеет право сам себя определить, вплоть до того, что он может определить свой пол, свое имя, свою страну пребывания, ну и так далее. Более того, особенно сейчас, эта функция протезируется искусственным интеллектом, где человек уже не ищет себе места в речи других живых существ, а обращается к искусственному интеллекту, потому что в первую очередь это языковая модель. Он там ищет ответы, он там ищет обозначения, точные формы. И есть ощущение, что
со временем все возможные ответы там и будут находиться. Однако это только иллюзия, потому что искусственный интеллект тоже работает по правилам. Он построен на правилах языка. Он построен на определенных алгоритмах. Как нужно пользоваться языком, как язык должен звучать, как язык должен обрабатывать различные запросы. Этих алгоритмов может быть большое количество, но все-таки они как-то определяются, какой алгоритм будет использован. То есть алгоритм над алгоритмами, мета-алгоритм, скажем так. Человек же все равно остается травмирован, потому что не существует для человека формы, которая мог бы обитать абсолютно счастливо на протяжении длительного времени, имея идеальные отношения с людьми и предметами, с природой, не болея, не обращаясь к кому-то, не страдая от того, что он не смог построить правильно свою речь, и его не поняли, не услышали, или он не вовремя обратился за помощью и так далее. Более того, дальше в процессе жизни у него будут появляться новые травмы, которые будут влиять на него так же сильно, и которые тоже он будет пытаться побороть, пытаться пережить или даже избежать, но у него ничего не получится. И они тоже оставят свой след на всю жизнь. Об этих травмах мы поговорим дальше в следующих выпусках. Не бойтесь всех травм. Некоторые из них нам просто нужны, чтобы чувствовать, чтобы побеждать, чтобы уметь проигрывать и оставаться людьми. Если, конечно, для вас это еще приоритет.